Скрытая ненависть. Человек может говорить очень правильные слова, но тело никогда не врет. Сегодня мы разберем 4 невербальных признака, которые говорят о том, что человек вам испытывает явную неприязнь или вообще ненависть, но скрывает это. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы говорим о том, как по мимике, жестам и вообще поведению человека понять, что он вас ненавидит, хотя не говорит об этом. Если вам интересно в этом разобраться, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами начинаем. Первый признак, что человек вас тайно ненавидит, это если вы можете видеть диссоциацию мимики. Это когда не совпадает периорбитальная мимика, то есть мимика вокруг глаз, и периоральная, то есть мимика вокруг губ. Это ситуация, когда человек улыбается вроде бы губами, но глаза у него при этом, они не улыбаются. Если вы имеете возможность как-то поймать стоп-кадр и можете просто поприкрывать то глаза, то рот, то вы видите, что ртом человек улыбается, а глаза, этот взгляд такой напряженный какой-то или может быть удивленный, но он точно не улыбающийся. Тут что-то не соответствует. Также, если вы наблюдательный, вы можете замечать такую микромимику, например, кратковременное закатывание глаз, поджатие губ, иногда напряжение в скулах. Что касаемо позы, здесь может быть ситуация, когда голова откинута или наклонена в сторону, человек как будто бы вас оценивает, он насторожен по отношению к вам, вы чувствуете эту настороженность. Второй признак, что человек вас тайно ненавидит, если вы замечаете, что человек отгораживается и дистанцируется от вас, причем он делает это неосознанно. Вот вы подходите где-нибудь там в компании и замечаете, что как вы подошли, он так чуть-чуть так отклонился или так на полшага отошел. Он делает это неосознанно, он этого не понимает, но просто поскольку он вас ненавидит, он воспринимает вас как источник угрозы, он таким образом готовится к чему-то. Или вы можете видеть, что он рукой закрывается как щитом от вас. Вот вы стоите, разговариваете с ним, он вроде бы лицо повернуто, он с вами ведет какую-то милую беседу, может быть даже какие-то шутки поддерживает, но при этом он как-то прикрылся или взял какую-нибудь, не знаю, себе папку или еще чем-то, тут прикрывается. Это тоже говорит о том, что тут есть какая-то настороженность, которая может быть проявлением ненависти. Третий признак скрытой ненависти — это такое микропрезрение. Признаки, которые вы можете видеть в мимике, это может быть асимметричная улыбка, когда человек как бы улыбается, но улыбается только половиной рта, прищуривание. Иногда бывает такой сканирующий взгляд, когда тебя как бы смерили так сверху вниз. Можете написать в комментариях, если вы когда-нибудь такой взгляд замечали, то вы его не забудете. Вот это когда на тебя посмотрели, снисходительно, презрительно. Это может быть, опять же, микроподжатие губ, и проявляется это в моменты, когда вы говорите о чем-то важном для вас, о чем-то эмоциональном. То есть вы в контакт привносите что-то важное, что усиливает ненависть у человека, который вас ненавидит, и он не может это сдержать, это проявляется в таких каких-то паттернах. Он старается вам не говорить, что он вас ненавидит, он держит лицо, но мимику, невербалку ее не обманешь, невозможно удержать. Четвертый признак того, что человек вас тайно ненавидит, это рассинхрон в контакте. Когда мы общаемся с человеком, с которым у нас хорошие отношения, как правило, у нас формируется диалог как танец. Я что-то говорю, человек меня слушает, я вижу по его лицу, как он отражает то, что я говорю, потом он, соответственно, мне что-то говорит, я отражаю ему, и мы так и разговариваем. Вот такой плавный, неспешный такой разговор. Когда ты разговариваешь с человеком, который тебя тайно ненавидит, ты можешь заметить, например, что он в какие-то моменты отвечает с паузой, как будто бы он либо подбирает слова, либо пытается удержать какие-то неправильные эмоции, то есть он что-то там фильтрует. Ты можешь заметить, что у него лицо замирает, когда ты говоришь. Ты ему что-то говоришь, а он тебя слушает с таким замершим лицом, как будто бы он, опять же, что-то удерживает. Он тебя ненавидит, и у него есть определенная реакция на то, что ты говоришь, но он старается себя удержать. Также ты можешь столкнуться с тем, что он меняет темы как-то не впопад. Но опять же, есть ощущение, что разговор как-то не клеится. Когда ты разговариваешь с другом, с каким-то, вы говорите, и темы даже если резко меняются, то второй подхватывает, и вы вместе как будто как такой танец, как такой совместный полет. А здесь такое ощущение, что с бухты-барахты вообще ни к селу, ни к городу, бац, поменял тему. И ты как-то чувствуешь, что что-то здесь. Ему сложно с вами общаться, потому что эта ненависть мешает. И он общается по каким-то причинам. Так принято, так положено, это социально приемлемо. Но на самом деле это общение дается тяжело. И ему, и как следствие, и вам. Скрытая ненависть, такая тайная неприязнь всегда в словах они не звучат. То есть если человек другого человека ненавидит и прямо ему это говорит, они взяли это как-то разрешили, или, по крайней мере, перестали общаться. А ситуации, когда необходимо общаться, потому что вы родственники или работаете там где-то вместе, и вам нужно общаться, но при этом тебя другой человек ненавидит, ты всегда чувствуешь это напряжение. И с этим очень сложно бывает как-то справиться, потому что мнительные люди начинают себя накручивать. Может быть, он ко мне так относится, потому что со мной что-то не так. Если вы понимаете, что вы оказались в такой ситуации, что у вас есть такое общение где-то, где вам кажется, вы спинным мозгом чувствуете, что вас человек ненавидит,
но при этом никак не можете его, так сказать, поймать за руку, нет никаких прямых признаков, он прямо ничего не говорит. С этим очень важно разобраться. Иногда помогает просто обратиться к специалисту, чтобы разобрать эту ситуацию. Бывает так, что ты со своей точки зрения не видишь те вещи, которые, скажем, психотерапевт может со стороны увидеть или рассмотреть в твоей ситуации. Если вам необходимо с этим поработать, можете записаться ко мне на консультацию. У меня под каждым видео есть ссылки на мои соцсети. Пишите мне там личное сообщение, мы с вами договариваемся и работаем. Ну и традиционно напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы сталкивались с такой тайной ненавистью, то как вы ее замечали, на что вы обращали внимание. Я вот буду благодарен, если вы поделитесь своим опытом. Если вам это видео понравилось и вообще тема вот этой вот ненависти, скрытая в общении, вам кажется важной, интересной, ставьте лайк, я буду понимать, что эта тема для вас важна. В дальнейшем я, возможно, еще раз ее коснусь, как-то разверну. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.